23 января сего года на портале правовой информации появился текст проекта федерального закона, разработанного Министерством энергетики. Как оно уверяет, в тесном сотрудничестве не только с ФАИВами и энергетическими компаниями, но и с неким экспертным сообществом, ни одного человека, из состава которого в открытых источниках нет. Но это, безусловно, такая традиция. В обязательном порядке проговаривать слова об экспертном сообществе. Сейчас это модно, современно и даже молодежно. При этом что-либо делать в этом направлении вовсе не требуется. Название предлагаемого закона звучит коротко и по-деловому. О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Всего 3 строчки, а каков глубинный смысл? Люди верят в разное. Еще Владимир Семенович об этом сказал. Кто верит в Магомета, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже черт назло всем. Я из последних. Но у меня тоже есть во что верить. Пройдут столетия, промелькнут года, и чиновники в России научатся писать документы на русском языке. Это я к тому, что серьезный анализ документа, разработанного в Минэнерго, это 122 страницы текста, требующего дополнительного перевода с чиновничьего языка на человеческий. Так что оперативно отреагировать было бы весьма затруднительно. Если мое личное оценочное мнение, проект закона явно позволит двигаться в правильном направлении, к возвращению к здравому смыслу и куда подальше от чубайсятины. Но шаг размашистым не получился по определению, поскольку в нем нет требования коренного изменения пресловутого ФЗ-35, закона об электроэнергетике, по которому Россия живет с далекого 2003 года. ФЗ-35, на мой взгляд, прочитать уже невозможно. За 22 года с момента его введения общее количество изменений, поправок, дополнений давно перевалило за 100. В нем полно изменений, отменяющих предыдущие дополнения, дополнений к изменениям и прочего прелестного чиновничьего творчества. Но основное содержание ФЗ-35 остается прежним. Он сочинен для того, чтобы в электроэнергетической отрасли России были созданы пресловутые рыночные отношения, дальнейшему продвижению которых были и посвящены те самые реформы РАО ЕС России, которые в 2008 году столь блистательно воплотила в жизнь команда самого выдающегося энергетика всех времен и народов планеты Земля и ее окрестностей Анатолия Свет Борисовича Чубайса, не так давно сменившего фамилию на Зубенцебиллер или что-то около того. Снова личное оценочное мнение. До той поры, пока в Минэнерго в частности, или в правительстве вообще, или еще в каком-нибудь важном органе государственного управления не появится серьезная комиссия, которая приступит к изучению проведенных Чубайсом реформ, говорить о коренном изменении ситуации, сложившейся в энергетике России, в нашей единой энергосистеме, не приходится. Чтобы не тратить слова, я просто напомню оценку, которую дает само Министерство энергетики. Дефицит мощностей в единой энергосистеме России к 2030 году может составить порядка 25 гигаватт. Блистательная реформа, прелестный итог, не так ли? Напомню, что основной посыл того, что практически безропотно приняла наша уважаемая Дума и не менее уважаемый Совет Федерации – приватизация электростанций и приход в генерацию крупных частных компаний – приведет в отрасль рыночные отношения, многомиллиардные инвестиции, рост производства электроэнергии и, само собой, просто автоматически принесет снижение тарифов. Куда не смогла проникнуть чубайсятина, так это в атомную энергетику, за что, как говорится, судьбе спасибо. При этом все сетевое магистральное класса 110 киловольт и выше хозяйство было объявлено естественной государственной монополией, как ею же осталось наше Центральное диспетчерское управление, нынешнее название «Системный оператор». Не могу пожаловаться на память, но не могу отыскать в ней хоть один случай снижения тарифов ни на генерацию, ни на передачу киловатт-часов за минувшие вот уже 17 лет. Уже этого вкупе с нарастающим энергодефицитом вполне достаточно, чтобы констатировать, реформы не привели к заявленному результату. Разве это не повод оценить, каким результат оказался в суровой действительности, а не в мечтаниях чикагских мальчиков в розовых штанишках? Одначе молчит по этому поводу Минэнерго, правительство, Госсовет, Дума со всеми ее фракциями. Не буду комментировать, чтобы не перегружать монтажников необходимостью запикивать несколько минут времени передачи. Рынок в электроэнергетике, причем в электроэнергетике России, это реально вообще? Он нам нужен? Он нам дает какие-то положительные результаты или хотя бы продвижение к этим результатам? Или это некий затянувшийся флешмоб по старой поговорке? Нас невозможно сбить с пути, по барабану нам куда идти. Верное отключение летом, ломающаяся 60-летняя опора линии электропередач зимой. Мы точно идем туда, куда надо? Дважды в год растущие тарифы, причем рост сразу и на все. На генерацию, на передачу, на диспетчеризацию. Это то, что помогает росту уровня жизни и экономики?
Понимаю, что это куда-то ближе к философии, но к философии инженерной, если так можно выразиться. Для электроэнергии ведь важен не только объем ее генерации, но и возможность доставить эту электроэнергию до конечного потребителя. Хоть в 10 тысяч гигаватт у вас электростанция, но если нет системы вывода мощности, нет множества линий электропередач, какой от нее толк? Рынок электроэнергии требует инфраструктурной избыточности, альтернативных путей перетока, кольцевых схем, резервирования, возможности переехать мощностью и присоединения к альтернативной сети без превращения таких переездов в уникальный проект. В электроэнергетике есть универсальный показатель, о котором в последние годы не принято говорить вслух – плотность сетей, то есть километров погонных линий электропередач на квадратный километр территории. Чем выше плотность сетей, тем более рыночной становится ситуация. Если я, потребитель, недовольный тарифом или качеством, у меня должна быть физическая возможность перейти в другую сеть, на которой работают другие производители. Если я производитель, у меня должна быть физическая возможность искать и находить для себя новых потребителей. Тех, кто, к примеру, расположен к моей электростанции поближе. Это снижает потери электроэнергии в сетях. Или, к примеру, вместо 100 маленьких потребителей я хочу найти 2 огромных. Передирая текст положения ФЗ-35 из аналогичных по названию законов европейских стран, можно было приложить хоть толику умственных усилий. Всего один показатель – плотность сетей. Достаточно один раз взглянуть на него и понять, какой такой к чертям собачьим рынок электроэнергетики в России. В самом грубом подходе берем все сети разом, магистральные и распределительные, и смотрим внимательно, стараясь не упасть со стула. Россия – около 150 километров на 1000 квадратных километров. Я даже не предлагаю смотреть отдельно по нашим макрорегионам. Соединенные непонятно во что Штаты Америки – 1000 километров на 1000 квадратных километров. Уже в 6-7 раз больше, но с Европой вообще сравнивать не получается, даже если бутылку водки залпом махнуть. Там плотность сетей 4500 километров на 1000 квадратных километров территории. В 30 раз выше плотность сетей, чем в России, в 30. Нет, не выдержу, давайте про наши макрорегионы. Европейская часть России, но без севера. То есть без Коми, Архангельской области с ее островами в Ледовитом океане. 900 километров на 1000 квадратных километров. Западная Сибирь в пределах единой энергосистемы России, без учета промышленных сетей нефтегазового сектора, 36 километров на 1000 квадратных километров. Восточная Сибирь – 138 километров на 1000 квадратных километров. Преамурье и юг Якутии – 40 километров на 1000 квадратных километров. Вот когда Минэнерго принимало решение о распространении рыночных условий в электроэнергетике на территорию Дальневосточного федерального округа, это министерство, каким местом думало? Закон об электроэнергетике в России – микс законов европейских. Плотность европейских сетей 4500 километров, так 1000 квадратных километров. Плотность в Преамурье в 100 с лишним раз меньше, а закон один. Сейчас успокоюсь, чтобы корректно прокомментировать. Ума палата дороже злата, а вовсе не то, что сказал Сергей Лавров. А усредненно собачий бред, простите за французский. У любого рыночного товара должна наличествовать эластичность. Выше цены – ниже спрос, ниже цены – выше спрос. В Магадане, в Якутске в январе чему равна эластичность электроэнергии? Правильно, 0. Получил неудовольствие от цифр в платеже, отключил рубильник в минус 50. Через 2 часа дал дуба раньше срока. Вот и весь рынок. При пожаре звоним 112, поскольку у нас единая служба спасения. И ровно то же с подачей электроэнергии. В России, с нашим климатом, с нашей плотностью населения и промышленных объектов. Какой такой рынок электроэнергетики? О чем вы бредите, господа чиновники, помешавшиеся на либеральной доктрине экономики? Дело не в изме в Грановитой палате. Климат и плотность населения ни решением Политбюро ЦК КПСС, ни президентским указом изменить невозможно. У нас линии электропередач 400 километров протяженностью – это от электростанции до ближайшего райцентра. А в Европе ЛЭП такой протяженности уже межгосударственная. Это что, трудно осознать? Трудно. Только в одном случае. Если нос намертво приклеен к страницам учебника «Экономикс». Намертво, чтобы даже в окно экскурсионного автобуса, катаясь из Парижа в Амстердам и путешествуя по нашему Золотому кольцу, посмотреть в окно было невозможно. В Берлине минус 10 и 15 сантиметров снега. Катастрофа. В Сибири это слегка припорошило, и в шортах уже холодновато. В Европе 500 километров 3 страны проехал. У нас в Якутии 500 километров – это в соседний ларек за сигаретами сбегал.
Могу то же самое умными словами сказать, без эмоций. Копипастить институты сетевого рыночного регулирования из сверхплотной европейской системы в сверхразряженную и климатически жесткую систему России – это заведомо порождает нисходимости, неэластичный спрос на тепло и электроэнергию, длинные плечи, дефицит альтернативной инфраструктуры и, как следствие, постоянный возврат к административным решениям. Все, что мы изображаем с 2003 года, это попытка натянуть даже не сову, а воробья на глобус. Мы хочем рынок, пытаясь противодействовать законам физики и логики. Помните объявление в газете? Стенографистка, ищу работу, печатаю 1000 знаков в минуту. В скобках. Такая фигня получается. Хочу рынок электроэнергетики на Дальнем Востоке, имея одну линию электропередач 220 киловольт на соединении Южной и Центральной Якутии протяженностью 800 километров. Ну, вот невольно лезет в голову детский вопрос. Дядя, ты дурак? Сама идея объединенной энергосистемы, она ведь появилась не потому, что кому-то захотелось столбы линий электропередач навсегда сделать частью пейзажа, а из сугубо экономических соображений. Я фабрикант, у меня есть суконная мануфактура, станки на которой крутятся за счет электроэнергии, которую вырабатывает моя угольная электростанция с одним котлом. Но котел раз в год надо на пару месяцев на профилактический ремонт ставить. Прокладки поменять, заклепки, заплаты на бок наварить. Значит, нужен второй котел, который 10 месяцев в году стоит в углу, только пыль с него и смахивает. А рядом сосед, такой же фабрикант, с такой же угольной электростанцией. Сосед, давай скинемся на один дополнительный котел на двоих и на провода со столбами. Я на счетах прикинул, дешевше получается. По рукам хлопнули, левую полу пиджака отворотили и пошли за котлом. И лес на опору рубить. Но если на линии электропередач надо вырубить 2 сосновых бора, поскольку до соседа 1000 верст, это я уже купил второй котел и в угол поставил, поскольку дорого. И потери в такой линии электропередач высокие. Ну, вот чтобы это понимать, диплом об окончании высшей школы экономики не требуется ни разу. Или я еще не понимаю. Задачка по физике дано. Климат, требующий теплового обеспечения 8 месяцев в году. Низкая и неравномерная плотность населения и промышленных объектов. Огромное расстояние. Найти способ максимально надежно и дешево обеспечить всех потребителей электрической и тепловой энергии. Эти условия задачи не менялись ни в царской России, ни в СССР, ни в России нынешней. Очень мало потребителей на огромной территории. В Европе стояла такая же задача, но в графе «дано» другие данные. Много потребителей на малой территории. Как в СССР, так и в Европе решения о создании объединенных энергосистем стали искать в 20-е годы прошлого века. У нас и у них решения окончательно были сформулированы и реализованы к концу 50-х. Условия у задачника были разными. Вот и решения одинаковыми не могли получиться. И не получились, пока Чубай с Колибри не поймал и с каким-то чертом в кабинет географа не приперся. Много потребителей на малой территории и мало потребителей на огромной территории – это разные оптимумы по напряжениям, схемам, резервированию, допустимым потерям. Если кто забыл, напомню, площадь европейской части СССР без Закавказья, поскольку там вспотеешь точно границу между Европой и Азией проводить, составляла 5 миллионов квадратных километров. Россия, Украина, Белоруссия, наша советская Прибалтика и Молдавия, население которых к моменту создания единой энергосистемы СССР 11 марта 1960 года около 160 миллионов человек, или 32 человека на квадратный километр. Западная Европа, без стран Восточной Европы, которые входили в состав Объединенной энергосистемы «Мир», это в том же 1960 году около 10 миллионов квадратных километров и около 355 миллионов человек, что в пересчете на квадратный километр вполне сопоставимо с советскими показателями. Вот только не учитывать нашу Сибирь и Дальний Восток советские энергетики не могли, и делать этого, разумеется, не стали. Поэтому решение одной и той же задачи, гарантированное надежное энергообеспечение с максимальной экономической эффективностью, оказались принципиально разными. Предлагаю для пояснения абсолютно эфемерный пример. Дано. Город с населением 300-400 тысяч человек плюс промышленные потребители. С пиковым спросом зимой 700 мегаватт, из которых 250-300 мегаватт приходится на критическую инфраструктуру. Насосы котельных, системы центрального теплоснабжения, водообеспечения и водоотведения, дежурные городские службы, транспорт, связь. Пусть летнее базовое потребление от 300 до 350 мегаватт. Найти способ гарантированного энергообеспечения в европейских условиях отдельно, в российских отдельно. Европа. Плотная сеть. Энергосистема связана сильно.
Вокруг много узлов 220-400 киловольт, короткие плечи, ремонтные бригады и запас оборудования рядом. Есть перетоки с разных направлений. Аварии лечатся переключением или импортом. Тогда оптимальное решение – город запитать через кольцо магистральной сети с 3-4 вводами через крупные подстанции. Местная генерация может быть умеренной, потому что системный резерв под боком, на минимальном плече. Критерий надежности обеспечивается сетью. Теперь Россия. Город на длинном хвосте сети. Один коридор 220-330 киловольт на сотни километров через лес, тундру, гололед, ветер, пурга. Аварии здесь реже, но тяжелее. А ремонт, доставка оборудования и техники могут занимать часы и сутки, что мы только что и наблюдали в Мурманске. Теплообеспечение – это уже не только про комфорт, как в Европе, но и про условия выживания, поскольку при продолжительном полном блэкауте перемерзает вся инфраструктура. Рядом меньше узлов, откуда можно зачерпнуть недостающее, то есть системный резерв далеко. Оптимальное решение – 2 независимых пути питания с физическим разнесением трасс, чтобы одним ударом погоды не накрыло обе. Сильная местная генерация часто в виде ТЭЦ, когенерирующих электростанций, поскольку тепло и электричество связаны. Замысел понятно. Даже если сеть упала, город держится на своей электростанции и на своем тепле. Резервирование. Требуются мощности, которые смогут удерживать энергосистему в штатном режиме, даже если ремонт на линиях окажется затяжным. Схема получается куда как менее изящная, куда как более дорогая. Дополнительные линии электропередач. Избыточная местная мощность. Больше секционирования. В Мурманске ЛЭП в буквальном смысле слова упала. Но обесточен был не весь город, а отдельные его районы. Это и есть эффект секционирования. А под секционирование требуется больше автоматики, больше возможностей изоляции поврежденных участков. Если коротко. В Европе аварии лечат перетоками и переключениями. В России – избыточностью и автономностью, потому как перетекать электроэнергии неоткуда, а ремонт может оказаться долгим. Обратите внимание, оба описанных примера не про капитализм и социализм, а про чистую инженерную физику. От того, что в 1991 году у нас появилась частная собственность на средства производства, климат не изменился. Дополнительные 200 миллионов человек в стране не появились. Численность населенных пунктов промышленных узлов не удвоилась. Электроэнергетики, теплоэнергетики. Глубоко плевать, какой изм на дворе. Она по другим, куда как более фундаментальным законам живет. Тарифы на электроэнергию и на тепло – это базовое условие для поддержания и роста уровня жизни. Это базовое условие для конкурентоспособности российской экономики. С учетом того, что мы с головой нырнули в мировое разделение труда, речь идет о конкурентоспособности не только на внешних рынках, но и на нашем собственном, внутреннем. Задерем тарифы на европейский уровень. Тот же Китай уверенно займет весь наш внутренний рынок. Как бы при этом мы не пытались задрать всевозможные ввозные пошлины и пресловутый утилизационный сбор, которые с нас уверенно собирают в отсутствии заводов по утилизации. Понимали эти фундаментальные, но с точки зрения здравой логики постулата господа реформаторы РАО ЕС России, многомудрые мужи в Думе, за эти реформы голосовавшие? Вариантов ответа 2. Либо сознательное предательство интересов государства, либо ошибка по незнанию. И совершенно непонятно, что хуже, поскольку для государственного управления нет ничего страшнее дурака с инициативой. Но попытка скрестить ежа с ужом, внедрить рынок в отрасль, физические законы функционирования которой в России не позволяют этого сделать, была совершена. Главный постулат – в генерацию придут крупные частные инвесторы, и будет всем счастье, поскольку конкуренция промеж этих сферических инвесторов в вакууме автоматически снизит тарифы, и рыночек все порешает. Еще раз предлагаю полюбоваться этой логикой. Приходит частный инвестор и давай строить электростанцию. Модную, красивую, технологически совершенную. Бац, готово. Деньги вложены, сейчас они бурной рекой хлынут в обратную сторону. Остается только карман шире держать. Вот уже и ротор крутится, и генератор греется, и пар бодро струится из жерла градирни. А проводов, чтобы электроэнергию потребителю доставить как не было, так и нет. Ну и не пошел в генерацию этот частный инвестор, поскольку число дебилов среди крупных бизнесменов отнюдь невелико. Где, господа правительственные чиновники, гарантия того, что крупные потребители не закроются, а население от безработицы не разъедется? Рыночек порешает. Тогда будьте добры выбрать, куда именно вам отправиться. На, в или к.
Но признаваться в собственной тупости совершенно не хотелось. И тогда был изобретен костыль. ДПМ – договора о предоставлении мощности. Мощность ведь представляется, если электростанция построена? Предоставляется. Не требуется она никому, так бывает. Дальше последовала фраза героини Ноны Мордюковой из «Бриллиантовой руки». А кто откажется, тому отключим газ. За предоставляемую мощность, вне зависимости от желания участников рынка, соберем дополнительную плату из расчета полного возврата инвестиций в течение 14 лет, то есть под 7% годовых. Есть спрос на электроэнергию, которую генерирует станция. Нет этого спроса. Вложенные инвесторам деньги все равно гарантированно вернутся. Гарантии государственные. А оплачивает эти гарантии кто? Правильно. Конечный потребитель, то есть мы с вами. Да, безусловно, платит и бизнес. Только чудес на свете не бывает. Считать наши бизнесмены обычно прекрасно. Вырос тариф на электроэнергию из-за нашлепнутых ДПМ. Пересчитываем себестоимость выпускаемой продукции или предоставляемой услуги и аккуратно вшиваем ее в конечную цену. И трубят фанфары. Программа ДПМ оказалась действенным механизмом. Вы только гляньте, с какой скоростью пошло строительство электростанции. А давайте программу ДПМ нашлепнем еще и на модернизируемые мощности. А давайте. Вы только гляньте, как ремонты с модернизацией идут и даже мчатся. Загляденье же. А давайте ДПМ-программу еще и на ветряки с панелями влепим. Отлично. Дорогой вы наш коллега-бюрократ, давайте влепим. Довольны вот просто все и каждый. Рады господа чиновники. Гордятся собой государственные мужи в не менее Государственной Думе. И нам закон-то какой приняли. Как он результат-то дает. Рады обалдевшие от происходящего инвестора. Инвестиции возвращаются сами по себе. А генерируемая электроэнергия, которую удается продать, приносит прибыль. Чистую, как слеза ребенка. Радуется многоуважаемый и глубоко почитаемый Минфин. Гарантии даются государственные, а из бюджета за них ни копейки не идет. Жизнь-то налаживается. И только мы с вами, задумчиво изучая дыру в кармане, чуть не понимаем. Если вам всем так хорошо, то почему нам так плохо? Нет, нельзя сказать, что в правительстве о населении вообще не думали. Для проформы введено так называемое перекрестное субсидирование. Повышенные тарифы для промышленности сдерживают рост тарифов для населения. Красиво звучит, правда? В буханке хлеба на моей пекарне вклад в себестоимость стоимости электроэнергии был 10 копеек, теперь он стал 20 копеек. Назовите причину, по которой моя буханка не станет на 10 копеек дороже, господа перекрестные субсидиоры. Повышенные тарифы для бизнеса вшиты во все подряд. В продукты питания, в топливо на заправке, где насосы работают, в услуги парикмахера, которому в салоне свет, как ни странно, требуется. А с трибун – бравурное перекрестное субсидирование. И самое удивительное, что эта дешевая демагогия вполне работает. Раз циферки в платежках беззвучно поют чуть помедленнее кони, значит, все у нас в порядке. На чем еще экономили, чтобы никто не роптал? Правильно, на сетевых тарифах. Вот только закончилось это чистосердечным признанием профильного заместителя министра энергетики. Отрасль долгое время была недоинвестирована. Не строились новые линии электропередач в нужном объеме. Не менялись 60-летние опоры. Про коррупционные скандалы вообще молчу, потому что, повторю, то, с чего начал. Нет роста плотности электросетей, нет физической базы для строительства рыночной надстройки. То, что настроили к настоящему времени – шок и трепет. Напомню, что скорость распространения электромагнитной волны в металлическом проводнике 300 тысяч километров в секунду. Вы живете в Центральной России. От момента генерации электроэнергии до вашей розетки 300 километров поделить на 300 тысяч километров в секунду – 1/1000 секунды. За эти доли мгновения мы с вами успеваем обеспечить прибыль. Двоеточие. Компании, владеющие и управляющие электростанции, Россетям, системному оператору, территориальной сетевой компании, территориальной сбытовой компании и на дорожку гарантирующему поставщику. И совсем на дорожку, просто вот закрывая дверь, еще разок генерирующей компании за предоставленную мощность, а поверх всего для полировки НДС. И называется все это рынком электроэнергии, если кто запамятовал. Если кто-то считает, что это действительно рынок, тот не я.
Я могу только повторить то, что получилось сформулировать без ненормативной лексики. Рынок электроэнергии требует инфраструктурной избыточности, альтернативных путей перетока, кольцевых схем, резервирования, возможности переехать мощностью и присоединения к альтернативной сети без превращения таких переездов в уникальный проект. Это если пользоваться рыночной терминологией. А если пользоваться человеческим языком, то у меня имеется с десяток вопросов. Обеспечение наших жилищ электроэнергией при минус 30, 40, 50 за бортом – это точно рыночек должен решать? Или это условия физического выживания в нашем далеко не простом климате? Всем невероятно повезло, что я никогда в политику ни шагу не сделаю. А то бы я точно начал борьбу за то, чтобы в Конституции, наряду со свободой слова и вероисповедания, аршинными буквами было вписано право каждого жителя России на определенное количество киловатт-часов и гигакалорий тепла. Безусловное право, неотъемлемое. Еще бы массу неудобных вопросов задал. На сегодня тариф на техническое присоединение к распределительным сетям для физических лиц 5000 рублей за киловатт. То есть для обычных, для квартиры 15 киловатт платить приходится что-то около 75 тысяч. Впрочем, конкретная сумма не так важна. Давайте о самом принципе задумаемся. Для того, чтобы компания-генераторы и Россети могли с чистой совестью с меня и дальше получать деньги, зарабатывая прибыль, с меня еще и аванс собирают. Простите, господа, но это ведь вы на мне зарабатывать собираетесь. Простецкая обывательская логика подсказывает, что платить должны не потребители, а генерирующая сетевая компания. Могут еще и с бытовую компанию позвать, на троих завсегда легче соображать. В общем, радуйтесь, что я не в политике, что там у нас куда как более разумные люди. Нет ничего удивительного, что в реальной жизни, так скажем, в электроэнергетике дыр полным-полно. Появились они не то чтобы после проведения реформы РАО ЕС, а одновременно с ними, безо всяких пауз. Не нашлось даже признаков, даже запаха прихода безумных инвесторов, которые бы рвались что-то там строить на Дальнем Востоке. 2008 год. Регион еще не отошел от депрессивных 90-х. Массовый отток населения, вызванный схлопыванием предприятий, продолжался в полный рост. Поскольку за попытку даже приблизиться к Росатому кто-то, похоже, получил по наглой рыжей морде, Анатолий Борисович нашел для себя палочку-выручалочку в виде полностью государственной на тот момент компании «Росгидро». Вот по названию очевидно, что это прогресс. Что хоть какие-то компетенции в тепловой генерации пришлось нарабатывать просто в лихорадочном темпе. Либеральные идеи электроэнергетической чубайсятины уперлись в интересы государства. Бессрочных мер по хотя бы частичному восстановлению Дальневосточного федерального округа был явным риск получить полностью безлюдный регион. Энергетика ДФО осталась в зоне государственного регулирования тарифов. Палочкой-выручалочкой стал Росгидро, на баланс которой были в одночасье лихо переведены полувекового возраста угольные электростанции и заплаты на опорах линий электропередач, к которым кое-где были прикручены провода. Но даже в этой критической ситуации Федеральная антимонопольная служба умудрилась не воспользоваться отличной возможностью промолчать. Ну вот, казалось бы, куда в этой ситуации втиснуть желание бороться за либеральные экономические постулаты? Электростанция на ладан дышит. ЛЭП под весом воробья рвутся. Трубы отопления проржавели насквозь. Но сначала Федеральную антимонопольную службу возмутило, что какое-то там правительство по прямому распоряжению президента передало в ведение Росгидро все сетевое хозяйство Объединенной энергосистемы Востока. Не сметь, не положено. На скрижалях самим Чубайсом начертанных, что не можно в одни руки генерацию и сети. Вы что тут, против Чубайса рот разинули? Ответ был простым. Следи за рукой и сопи в тряпочку. Развалится энергетика, потеряем регион. Пришлось молчать, стиснув зубы до судорог, но удалось прошипеть. Уголь Росгидро будет покупать по ФЗ-44, ибо долгосрочные контракты убьют напрочь конкуренцию сети угольных компаний. То есть подписать контракт на поставку куда-то в Китай или в Индию лет на 10-15 дозволительно, а вот позволить тот же срок в договоре с государственной генерирующей компанией – ни-ни. Логика, на мой взгляд, даже признака нет, полнейший абсурд. Уголь по рыночной цене, тарифы на электроэнергию, тепло, передачу регулируемый государством. Миллиардные долги Росгидро складывались годами, и я не вижу, чтобы хоть кто-то в России от этого выиграл. Угольные компании не получали стабильного внутреннего спроса.
Качество угля, а каждая электростанция на Дальнем Востоке строилась под конкретную марку, совпадало далеко не всегда. И стоило это все жирной галочки в зачетке Федеральной антимонопольной службы. Верность энергетической чубайсятины – зачет. И в скобках «отлично». Не удивляйся тому, что с угольными электростанциями на первом этапе у Росгидро откровенно не получалось, вляпалось оно. Их модернизация, строительство новых финансировалось напрямую из госбюджета. Рынок электроэнергии, говорите? Ну-ну. В виде увеличения акционерного капитала со стороны государства. Компания, отродясь тепловыми электростанциями не занимавшаяся, грубо ошиблась при составлении технико-экономического обоснования. Слишком мало попросили. Повезло, что к руководству компании в то время приступил Николай Григорьевич Шульгинов, вовремя поймавший все ошибки проектов. Но дополнительных денег из бюджета уже не дали. Пришлось идти за кредитами в государственный ВЭП, заложив часть акций. И вот поверх этих проблем безумная проблема с углем, искусственно созданная ретивой Федеральной антимонопольной службы. И при всем этом государственная компания «Росгидро» в регионе, в котором тарифы регулировались государством, делала то, что требовалось государству, невзирая на весь вал чубайсятины и ее верных адептов. Был завершен советский долгострой, Бурейская ГЭС. «Росгидро» умудрилась найти финансы еще и на строительство с нуля контрплотины Нижнебурейской ГЭС. «Росгидро» вытянула всю первую программу тепловых электростанций. Все, что можно было привести в порядок, модернизировала. Где было необходимо, построила новые. Будучи фактически финансовой... слова нет, а она есть. Компания ни разу не сорвала сроки модернизации гидроэлектростанций по всей стране. А в 2019 году завершила то, за что ей-богу памятники впору ставить. Объединенная энергосистема Востока была создана только в 1974 году. И все, чего успела достичь советская власть, включение в ее состав разрозненных до того энергорайонов Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. В 2006 году тогда еще существовавшая РАО ЕС России сумела завершить еще один этап плана. Синхронизировала с Объединенной энергосистемой Востока юг Якутии, проложив линии электропередачи из Амурской области и Хабаровского края до Нерюнгульского района. 400 километров по тайге и горным перевалам. Было время, когда в телевизорах нам бы рассказали о том, как и кем это было реализовано. А в 2019 году Росгидро и системный оператор отрапортовали. Есть синхронизация с Объединенной энергосистемой Востока еще и центральной Якутии. До столицы республики от Нерюнгри 800-километровая трасса линии электропередач. Новая подстанция. Это реальный трудовой подвиг, проскользнувший мимо всеобщего внимания. Имеет это отношение хоть какое-то ко всему этому бреду, который мы по непонятным причинам величаем рынком электроэнергии? Только одно. Государственная компания «Росгидро» в тесной связке с не менее государственной компанией «Россети», не менее государственным системным оператором выращивают базу, кости, без которых мясо рыночной красоты быть просто не может. Извините за резкое слово, но мы живем одновременно в двух разных реальностях. Крепаем на коленке некий рынок электроэнергии и в то же время умудряемся реализовать государственную политику. Вот только совершенно непонятный, необъяснимый отказ проанализировать результаты реформ РАО ЕС России продолжает давать совсем уж развеселые результаты. Выглядят они абсурдно, но если у нас законодательство такое, какое оно есть, отчего бы его не использовать себе во благо, если условно ты крупный предприниматель, который в нулевые годы рискнул прийти в сектор электроэнергетики. Вот моя электростанция, которую я выкупил или построил по программе ДПМ. Потраченные деньги вернутся через 14 лет. Государство гарантировало. И мне, как владельцу, все равно, кто и как эти гарантии исполнил. 14 лет я получал прибыль за электрическую и тепловую энергию. Первоначальные инвестиции вернулись полностью. А мне точно интересно продолжать. Я ведь ничем никому не обязан. Как пришел в отрасль, так и свалю из нее, чтобы голова не болела со всякими там ремонтами, провисшими проводами и пробитыми трубами. И владелец компании «Квадро», которая отвечала за электроэнергию и тепло в центральном черноземном регионе, так и сделала. Всем спасибо, а мы свободны. Вот Онаксим Михаила Прохорова ровно это и исполнил. Выполнив все обязательства по условиям ДПМ, в 2022 году продал «Квадру». «Квадро» – это ТЭС и ТЭЦ в Центральной России. Белгородская, Курская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Смоленская и Тульские области. И что, на предложение о продаже рванули эффективные частные собственники? Разумеется, нет.
В бой пошла еще одна палочка-выручалочка для горе-реформаторов. Росатом. Ситуация развеселая, дальше некуда. Государственная компания «Русгидро» владеет и управляет электростанциями гидроэнергетическими, угольными, геотермальными, газовыми, солнечными, дизельными и ветровыми. Государственная корпорация «Росатом» владеет и управляет электростанциями атомными, ветровыми, газовыми с резервным топливом в виде мазута и угольными. Уже вот такого перечисления достаточно, чтобы понять всю абсурдность происходящего, когда одновременно необходимо и в рыночек поиграться, и государственную волю проявить, чтобы энергетического коллапса избежать. За счет применения энергетической чубайсятины в отрасль пожаловали и европейские компании. Финский «Фортум», итальянский «ИНИ», немцы из «Юнипер». Пришли, условия ДПМ выполнили, отдадим должное, вполне исправно, разве что на своем европейском оборудовании. А в 2022 году рванули из России так, что из портков выпрыгивали и пятками сверкали. Классно ведь получилось, правда? Благодаря тому, что в Россию валом ввалило западное оборудование, мы теперь ломаем голову. Как все это ремонтировать? Я даже могу сказать, кто именно голову ломает. В начале года появилась информация, что освоено производство самого технологически сложного оборудования – лопаток для газовых турбин. Кто освоил? Правильно, Росатом, который, будучи государственным, тютелька в тютельку подтверждает всю словесню от адептов либеральной экономики. Неповоротливый, неэффективный, забюрократизированный, особенно на фоне эффективных частных собственников. Дыра в либеральной архитектуре энергетики на Дальнем Востоке – Росгидро. Необходимость строить срочно новые электростанции в Крыму – Ростех. Тревога и местами даже военная в центре России – Росатом. Итоги реформ Чубайса подводить будем или нет? А давайте я подведу, чтобы задел на следующей передаче сделать. Как сумею. На открытые источники опираюсь. Данные системного оператора на 1 января 2026 года. Общая установленная мощность единой энергосистемы России 264 851,77 мегаватта. Из них Росгидро 38 600 мегаватт. Газпром Энергохолдинг 36 тысяч мегаватт ровно. Интеррау 21 201 мегаватт. Росатом АЭС, ветроэлектростанция, бывшая Квадро и мощности в городах присутствия 33 085 мегаватт. Ростех, крымские электростанции 966,8 мегаватт. Юнипро, акции в распоряжении Росимущества 11 285 мегаватт. Форвард Энерго, акции в распоряжении Росимущества 4587 мегаватт. Итого, государственный сектор на сегодня составляет 155 684,8 мегаватта или 58,78% от общей мощности единой энергосистемы России. А вот о выводах, которые следуют из этих чисел, уже не сегодня.